друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний прямой эфир об истории партии «Свобода» и ее бывшего члена Ирины Фарион как гнойниках этнонациоцентризма, антилиберальной мерзости и пособничества хаосу против Украины. Всеукраинское объединение «Свобода» – это не просто партия, а зловонный рассадник ксенофобии и ненависти, который десятилетиями отравляет украинское общество своей этнонациоцентристской идеологией. Основанная в 1991 году как социал-национальная партия Украины, СНПУ, она изначально представляла собой сборище маргиналов, чьи лозунги и символика вроде рунического знака «Идея нации» откровенно воняли фашистским духом 1930-х годов. Ирина Фарион – это ядовитая жрица языкового шовинизма, стала одним из самых отвратительных лиц этой партии, превратив ее в инструмент геноцида русскоговорящих граждан Украины, антисемитизма и ненависти ко всему, что не вписывается в ее больную фантазию об этнически чистой Украине. В этом стриме мы, друзья, разберем историю этой гнусной шайки, ее идеологическую гниль и приведем факты, демонстрирующие, как их действия, включая поддержку языкового закона, противоречащего Конституции, подрывают Украину не меньше, чем российские оккупанты. Ставьте лайк, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте. Вперед! Как двигалась свобода? СНПУ, из которой выросла свобода, с самого начала была клоакой радикалов вроде Андрея Порубия и Юрия Михальчишина, чьи связи с неонацистскими группировками вроде «Патриота Украины» ни для кого не секрет. В 1990-е они маршировали под лозунгами «Украина для украинцев». А их лидеры, включая Олега Тягнебока, открыто призывали к этническим чисткам. В 2004 году, после переименования в «Свободу», эти мрази решили прикинуться респектабельными политиками, убрав свастикообразные значки и выгнав самых одиозных психопатов. Но их суть осталась прежней. Ненависть к русскоязычным, евреям, полякам и всем тем, кто не готов лизать сапоги их националистическому идолу. В 2012 году эти подонки прорвались в Верховную Раду, набрав 10,44% голосов, что стало позорным пятном на репутации Украины.
страна дала мандат шайке, чья программа предусматривала запрет абортов, уголовное наказание за так называемую антиукраинскую деятельность и тотальную украинизацию, попирающую права миллионов украинских граждан. Ирина Фарион – это одновременно не только гибрид члена Националистической партии «Свобода» и бывшей коммунистки, но реальное воплощение ненависти и безумия. Ирина Фарион – это не просто член «Свободы», а ее гнойный мозг, чья риторика смердит ненавистью на километры. Вступив в партию в 2005 году, эта бывшая филолог превратилась в одержимую фурию, для которой украинский язык стал не средством общения, а дубиной для избиения всех неправильных. Ее выходки от травли детей в садике в 2010 году за русские имена вроде Миша и Наташа до призыва в 2013 году расстреливать русскоязычных – это не просто скандалы, а доказательство ее психопатической натуры. В 2012 году она предлагала сажать в тюрьму за использование русского языка, называя его языком собак и оккупантов. А в 2018 году обозвала русскоязычных бойцов АТО отребьем, за что даже ее соратники вынуждены были от нее откреститься. Фарион – это ходячая катастрофа, чьи слова разжигают ненависть не только к внешним врагам, но и к миллионам украинцев, для которых русский – родной язык. Ее антилиберальность – это не просто позиция, а патологическое отрицание свободы. Она хочет диктатуры, где каждый, кто не говорит на правильном языке, будет либо вырезан, либо заткнут. Ее мечта – это не демократическая Украина, где реализован принцип равноправия граждан, независимо от языка и этнического происхождения, а Украина как концлагерь для всех, кто не соответствует ее бредовым шовинистическим стандартам. Теперь о языковом законе, который, по сути, является плевком в Конституцию и права граждан. Одним из самых мерзких достижений свободы и Фарион стало лоббирование закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, номер 5670-Д, принятого в 2019 году. Этот закон не защита языка, а инструмент дискриминации и шовинизма, который свобода проталкивала еще с 2010-х. Он обязывает всех граждан использовать украинский язык в публичной сфере, вводит штрафы за неправильное общение и фактически объявляет войну русскоязычному населению. Но вот что делает эту пакость еще отвратительнее. Закон прямо противоречит статье 10
Конституции Украины, которая имеет высшую по сравнению с этим законом юридическую силу. Статья 10 Конституции Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Свобода и Фарион плюнули на эту норму, протащив закон, который превращает миллионы людей в граждан второго сорта, попирая их права ради своего этно-нациоцентристского угара. Это не защита наций, а ее разрыв на куски. И все под радостные вопли Фарион о победе над москалями. Вы думаете, что русский мир и члены партии «Свобода» – это антагонисты? Нет, друзья. Это, по сути, члены «Свободы» – это открытые идеологические пособники Кремля. Кто по глупости, а кто и по умыслу. Идеология свободы якобы антироссийская, но давайте посмотрим на факты. Их бесконечный вой против русского языка и культуры идеально вписывается в кремлевскую пропаганду, которая с 2014 года толдычит про фашистов в Киеве. Когда в 2014 году Фарион предлагала отменить региональный статус русского языка, это подлило масло в огонь сепаратизма на Донбассе, где люди, напуганные ее бредом и российской пропагандой, брались за оружие. В 2013 году активисты свободы громили памятники Ленину. Ленину, разрушившему Российскую империю, что Москва тут же использовала как доказательство бандеровского беспредела. Их радикализм сыграл на руку Путину лучше, чем любая пятая колонна. Россия, благодаря свободе, получила повод для аннексии Крыма и войны на востоке Украины, ссылаясь на угрозу русскоязычным от таких выродков, как Фарион. Прямых доказательств сотрудничества с Кремлем нет. Но их действия – это либо идиотизм высшей пробы, либо скрытая работа на врага. В 2015 году Тягнебок встречался с одиозным олигархом Коломойским, чьи связи с Россией до сих пор вызывают вопросы. А в 2017 году «Свобода» поддерживала блокаду Донбасса, что парализовало экономику Украины, но не тронуло оккупантов. Это, друзья, не борьба с русским миром, а его вольное или невольное подпитывание под видом патриотизма. Теперь о лицемерной поддержке и подлом подкопе свободы под Евромайдан. На Евромайдане свобода пыталась примазаться к протестам, но их участие было ядом для движения. Тягнебок размахивал
кулаками на сцене, а боевики свободы, но их цели были далеки от демократии. Они хотели не Европы, а своей диктатуры, где Фарион могла бы расстреливать всех несогласных. В 2014 году Фарион призывала уничтожить Россию, но ее же законопроекты и выходки в реальности раскалывали Майдан и отпугивали русскоязычных патриотов Украины. Их антилиберальная гниль, ненависть к ЛГБТ, левым и свободе слова шла и продолжает идти вразрез с духом Евромайдана, который был за права, за равноправие всех граждан Украины, а не за шовинистический террор. Свобода, друзья, это не спасение, а враг Украины, причем похлеще российских оккупантов. Свобода, друзья, это не гниды, а зрелые идеологические паразиты на теле демократической Украины. Свобода и Ирина Фарион не патриоты, а паразиты, чья этно-нациоцентристская и антилиберальная зараза разъедает Украину изнутри. Их языковый закон – это плевок в Конституцию и права миллионов граждан Украины. Их радикализм – подарок Кремлю, а их участие в Евромайдане – лицемерная попытка оседлать народный гнев, направленный против прокремлевской клики Януковича. Эти мрази не защищают полиэтническую украинскую нацию, а рвут ее на части, сея в Украине ненависть и хаос. Украина, друзья, заслуживает лучшего, чем то, что предлагает эта кучка шовинистических выродков, чьи руки по локоть в крови раскола и позора. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!